Всем привет, меня зовут Катя, и вы на моем канале о вязании крючком. В этом видео я хочу поделиться с вами интересным новогодним декором, вязаным, конечно же. Это вот такая гирлянда с елочками. Вяжется она очень просто, интересно и быстро. Здесь я использую пряжу Yarnart Jeans. В 50 граммах 160 метров, если я не ошибаюсь. По составу здесь хлопок с акрилом. И у меня цвет хаки и коричневый. Номера цветов я оставлю в описании. Основной крючок у меня 3. И дополнительный крючок для вывязывания цепочки, да, основы для гирлянды номер 2. И также нам понадобится игла с широким ушком, в которую хорошо проходит нить, из которой вы вяжете. И берите иголочку с таким более тупым кончиком, чтобы она не расслаивала пряжу. Здесь у меня в гирлянде всего 13 елочек. Общая длина гирлянды до ВТО получилась 125 сантиметров. После ВТО еще примерно на сантиметров, может быть, 5 она увеличится. Расстояние между елочками 7 сантиметров. Расстояние вы можете увеличивать или уменьшать. Уже смотрите, как вам больше нравится. Можно предварительно рассчитать количество елочек, да, опираясь на желаемую длину гирлянды, просчитать, какое у вас будет расстояние между елочками, да, и тем самым высчитать, сколько елочек вам необходимо. Елочку мы будем вязать столбиками без накида, поворотными рядами за дальнюю дужку петли. Ножку также вяжем столбиками без накида, под обе дужки будем проходить. И здесь мы формируем вот такую форму за счет убавок в начале и в конце ряда. Высота моей елочки 6,5 сантиметров, в самой широкой части 4,5 сантиметров ширина. Для такой ширины я набираю 10 воздушных петель. Делаю одну воздушную петлю для подъема и первый ряд провязываю за вот эти перемычки, да, вот мы цепочку, косичку вот эту опускаем вниз и находим здесь перемычки. Вторая петля от крючка и вот первая перемычка. И вяжем столбики без накида. Всего 10, столько, сколько и воздушных петель. Провязываю последний столбик. Первый ряд провязан. Высвобождаю крючок из петли и сейчас буду прятать вот этот хвостик. Перед этим я, как обычно, распускаю вот этот узелок. Подтягиваю, выравниваю нижнюю петлю. И прохожу в вершинку последнего столбика, да, верхнюю горизонтальную, за левую стенку последнего столбика и подхватываю этот хвостик. Вывожу его наверх. И во втором ряду буду просто его ввязывать по ходу вязания ряда. Делаем одну воздушную петлю для подъема. Одну воздушную мы будем делать в начале каждого ряда. Переворачиваем полотно и второй ряд провязываем также 10 столбиков без накида. При этом первый столбик и последний мы будем провязывать под обе дужки, а все остальные за дальнюю дужку. Начинаем во вторую петлю от крючка. Вот раз, два, вот сюда. Проходим под обе дужки, провязываем первый столбик. Ниточка у нас лежит на нитях, в которые мы вкалываем крючок. Да, вот перемычка передняя, это задняя полудужка. Подхватываем и провязываем столбик. Подхватываем, кончик у нас на петлях. Все, и так вяжем до конца. Так, предпоследний столбик и последний под обе дужки обязательно для плотности края. Так, все, провязали второй ряд.
10 столбиков без накида. Далее воздушная петля для подъема, переворачиваем и вяжем третий ряд. Третий ряд у нас 8 столбиков без накида, и здесь мы будем делать убавки. Делаем в начале и в конце ряда. Также во вторую петлю от крючка под обе дужки проходим в первую точку, выводим рабочую нить и тут же шагаем в следующую петлю, захватываем рабочую нить и 3 петли на крючке провязываем вместе. Это первая убавка. Дальше последующие петли вяжем за дальнюю дужку и встречаемся, не довязывая вот эти последние 2 петли. Будем делать убавку. Так, вот остается 2 петли, и здесь мы формируем убавку. Проходим в предпоследнюю, захватываем рабочую нить, вытягиваем и тут же проходим в последнюю петлю, захватываем рабочую нить, вытягиваем и 3 петли на крючке провязываем вместе, убавляя 2 до 1. Все, и таким образом мы вышли в третьем ряду на 8 столбиков без накида. Переходим на вязание 4-го ряда, воздушная петля для подъема, как обычно, переворачиваем. И 4-й и 5-й ряды у нас провязываются по 8 столбиков без накида. Здесь, смотрите, я прохожу в начале ряда не под верхнюю горизонтальную, а еще параллельно цепляю вот здесь эту ниточку, вы ее хорошо увидите, чтобы поплотнее был край. Провязываем первый столбик, дальше за дальнюю дужку. И в конце также под обе дужки провязываем, не забывайте. Провяжите, пожалуйста, 4 и 5 ряды по 8 столбиков без накида самостоятельно. Провязала 4 и 5 ряд по 8 столбиков без накида. Делаю воздушную петлю для подъема на 6-й ряд, переворачиваюсь, и в 6-м ряду мы должны получить 6 столбиков. Делаем убавку в начале и в конце ряда. Во вторую петлю от крючка под обе дужки проходим в первую петлю, достаем рабочую нить, во вторую петлю проходим, достаем рабочую нить и 3 петли на крючке провязываем вместе. Первая убавка. Дальше провязываем 4 столбика за дальнюю дужку. И последние 2 петли уменьшаем до 1, проходим в предпоследнюю, в последнюю и 3 петли на крючке вместе. Вышли на 6 столбиков. Далее переходим на вязание 7-го ряда, делаем воздушную петлю, переворачиваемся еще раз. Здесь в начале ряда, следующего за рядом с убавками, мы не просто под верхнюю горизонтальную провязываем, а еще проходим вот сюда, вот в эту ниточку, да, смотрим, как будто бы в раскол столбиком. Провязали. Все, и далее за дальнюю дужку 4 столбика и последний под обе дужки. И, пожалуйста, этот ряд 7 и 8 провяжите самостоятельно по 6 столбиков. Далее переходим на вязание 9-го ряда, воздушная петля для подъема, переворачиваемся, и в 9-м ряду мы должны выйти на 4 столбика. Делаем в начале ряда убавку, провязываем 2 столбика за дальнюю дужку и в конце ряда делаем убавку. Вышли на 4 столбика. Для подъема в 10-м ряду провязываем 4 столбика. Воздушная петля для подъема, переворачиваем. Следующий ряд выйти должны на 2 столбика, делаем убавку в начале и здесь сразу же в конце. Воздушная петля для подъема, переворачиваем. В 12 ряду мы делаем одну убавку и выходим на 1 столбик.
воздушная петля для подъема, переворачиваем, и последний заключительный 13 ряд мы провязываем соединительный столбик. Смотрите, вот у нас перемычка столбика изнаночной стороны, мы проходим вот сюда, в эту шляпку, и провязываем эти 2 петли вместе. Все, и на этом мы завершили вязание елочки, да, точнее кроны елочки. И сейчас обрезаем ниточку, оставляя ее примерно вот так подлиннее. Полностью высвобождаем нить из петли. Хвостик вводим в иглу. И смотрите, вот в самом низу вот такой вид столбиков. Это будет лицевая сторона столбиков. Это и будет лицевой стороной елочки. Да, изнаночная сторона выглядит вот так. И мы проходим иголочкой вот сюда, например, выводим назад на изнаночную сторону. Все хорошенько подтягиваем. И здесь просто между столбиков в любом направлении уводите хвостик. Все, и вот этот хвостик, который мы ввязывали, тоже обрезаем его. Предварительно можно подтянуть, если это необходимо. Так, все, провязали. И теперь будем вывязывать ствол. Берем коричневый цвет. Когда будете брать коричневую нить, вы оставьте вот этот хвостик чуть подлиннее, для того, чтобы было его потом удобно ввести в иглу и спрятать. Переворачиваем на изнаночную сторону. Да, вот так выглядят столбики изнаночной стороны. И здесь, смотрите, отсчитываем 1, 2, 3, 4. И в 5-ю петлю проходим. Подхватываем рабочую нить. Вытаскиваем. И здесь делаем 2 воздушные петли. Хвостик придерживаем и ввязываем его в следующий столбик. Проходим в следующую петлю основания елочки. И провязываем столбик без накида. Воздушная петля для подъема, переворачиваем. И здесь нужно провязать 2 столбика. Вот под явно выраженную верхнюю горизонтальную проходим. И далее, ну вот, например, сюда, в это пространство. Тоже как получится. Все, провязали. И на этом ствол подошел к концу. Обрезаем ниточку, оставляя ее подлиннее. Высвобождаем из петли. Вводим вот эти хвостики в иглу. И таким же образом, как мы прятали хвостик зеленого цвета, также прячем вот эти хвостики на изнаночной стороне. Старайтесь прятать, да, вот здесь, между вот этими столбиками, между ниточками этих столбиков. И после того, как елочки готовы, их необходимо обязательно отгладить и отпарить, для того, чтобы они были ровные и аккуратные. И при желании их можно накрахмалить. Как накрахмалить вязаные изделия, я рассказывала немножко в видео про гирлянду цветочную, можете посмотреть там, либо просто найти информацию в интернете. Здесь я об этом рассказывать не буду. И далее, после того, как вы все подготовили, будем переходить к сборке гирлянды. Перед тем, как приступить к сборке, я рекомендую положить все елочки лицевой стороной вверх, чтобы вы не запутались и все было аккуратно и ровно. Перехожу на крючок номер 2 для большей плотности. И основа для нашей гирлянды это будет просто цепочка воздушных петель с маленьким пико, да, между елочками. И параллельно по ходу вывязывания этой цепочки мы будем присоединять елочки. Расстояние между елочками вы регулируете сами. Вы можете повторять так, как у меня, либо же делать его больше, меньше. Тут уже смотрите, как вам больше нравится. Для начала я наберу 20 воздушных петель. Это будет начало моей цепочки. (19) и 20. Вот это будет хвостик гирлянды, да, его можно сделать побольше. Например, если вы хотите гирлянду куда-нибудь завязывать,
то, конечно, этот хвостик делайте длиннее, да, столько, сколько вам нужно. Дальше будем присоединять елочку. Лицевой стороной располагаю елочку к себе обязательно, да. Внизу у меня будет рабочая нить, сверху крючок, и я прохожу вот в самую высокую часть. Мы вот провязывали соединительный столбик, и вот сюда под этот соединительный столбик проходим, подхватываем рабочую нить и провязываем вот так, да, соединительным столбиком. Дальше я набираю 10 воздушных петель. Так, 10 набрала, теперь буду формировать пико. Делаю 3 воздушные петли, да, вот эту вот последнюю 10-ю петлю запомните. 1, 2, 3. И возвращаемся вот в эту 10-ю петлю, откуда у нас выходит 3 воздушные петли. Проходим в нижнюю дужку, достаем рабочую нить и вот соединительным столбиком прикрепляем пико к цепочке. Вот так получается. Дальше снова провязываю 10 воздушных петель. И прикрепляю следующую елочку. Кладу ее лицевой стороной к себе, прохожу в самую верхнюю точку. Рабочая нить у меня сзади лежит елочки. Подхватываю рабочую нить и провожу через петлю на крючке. Так, присоединила вторую елочку. Дальше снова 10 воздушных петель. 10. И 3 воздушные петли для пико. И в 4-ю петлю от крючка прохожу соединительным столбиком, прикрепляю пико. Дальше снова 10 воздушных петель, прикрепляю елочку. И вот так вот чередую, пока не прикреплю все елочки. А в конце, после того, как прикрепляю последнюю елочку, также провязываю хвостик 20 воздушных петель или столько, сколько вы определили для своих хвостиков. И моя гирлянда готова. Расстояние между елочками получилось примерно 7 сантиметров. И всего гирлянда вышла вот в таком растянутом виде. Да, если вот так вот растянуть, цепочка еще чуть-чуть увеличится, 125 сантиметров примерно. И после того, как все уже готово, конечно же, необходимо еще раз все отгладить. Гирлянда еще чуть-чуть увеличится, да, в размере. И следите за тем, чтобы все было ровно, но на самом деле оно будет всегда перекручиваться, да, вообще вот должно быть так, чтобы вот цепочка шла ровненько и пико смотрела вверх, но она местами перекручивается. Когда вы уже повесите на какую-то поверхность, я думаю, что это будет не критично страшно и все равно будет красиво смотреться. Ну что же, большое спасибо вам за интерес, за просмотр. Смотрите и другие мои видео тоже. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, инстаграм, оставляйте комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Все, пока-пока, до новых видео.